Ты стреляешь из ДШК. А ты стреляешь из Браунинга? Угу. Раз, два, три. Жор, по-моему, они покрасили ее не в тот цвет. Какой-то цвет детской неожиданности. Но по логике это должен был быть цвет НАТО. Ну да ладно. Камень, ножницы, бумага, суефа. Похоже, тебе повезло. Ты стреляешь из ДШК. А ты стреляешь из Браунинга? Угу. Друзья, как вы могли догадаться, сегодня будет битва мастодонтов. Это практически в одно и то же время созданные орудия. Это крупнокалиберные пулеметы 12,7 и 50 БМГ. И сегодня мы проверим, что из этого пробивает бронетранспортер М113. Ну а если вы хотите узнать, откуда мы взяли этот бронетранспортер, То подписывайтесь на секретный канал, и вы все узнаете. короче, да, в крупнокалиберный переполох телеграм-канал секретный у нас есть. Да. Переходите, и точно вы не пожалеете. Вы охренеете узнать, откуда мы его взяли. Начнем с краткого исторического экскурса. ДШК был разработан в Советском Союзе в 30-х годах. Принят на вооружение в 1938-м, создавался для поражения легкобронированных целей и воздушных целей на малых высотах. Василий Дегтярев и Георгий Шпагин – разработчики этого пулемета. Поэтому он называется фактически в честь этих парней. Дегтярев, Шпагин, крупнокалиберный. Использовался он в различных конфликтах от Второй мировой войны до современных локальных войн. М2 Браунинг, Мадюс. Пулемет был разработан в 10-х, принят на вооружение в 1933-м. По сути, М2 Браунинг стал символом американской военной мощи. Широко использовался почти во всех военных конфликтах, начиная со Второй мировой войны. Да чего ж там почти во всех буквально был. Безотказный, с высокой начальной скоростью пули, достаточно универсальный в применении на земле, в воздухе применялся. ДШК широко использовался не только в Советском Союзе, но и в странах Варшавского договора, ну и других союзных государствах, да и вообще это легенда в наших краях. Вот видео, кстати, можете посмотреть, где мы рассказывали отдельно. ДШК имеет калибр 12,7 на 108, скорострельность 600 выстрелов в минуту и начальная скорость пули здесь 850 метров в секунду. Эффективная дальность определяется как 2000 метров. И вес всего этого тела, вот этого, 33 килограмма, а вместе со всей установкой 160. И он использует ленточное боепитание, и сегодня у нас разные боеприпасы, о чем позже. М2 Браунинг имеет калибр 12,7 на 99. То бишь 50 BMG. Скорострельность 450-600 выстрелов в минуту. Начальная скорость пули 890 метров в секунду. Эффективная дальность стрельбы, заявляют до 1800 метров. Вес самого пулемета около 38 килограмм, вместе с треногой 58. И также использует ленточное боепитание. ДШК работает на основе газоотводного механизма. После выстрела пороховые газы отводятся через отверстие в стволе и давят на поршень газовой камеры, который движется назад, приводя в действие механизм затвора. Затвор открывается, извлекая стеклянную гильзу, и затем закрывается, досылая новый патрон из ленты в патронник. Спусковой механизм ДШК позволяет вести огонь при нажатии на спусковой крючок, и сам пулемет оснащен воздушным охлаждением ствола. Браунинг же работает по принципу короткого хода ствола. После выстрела ствол и затвор отводится назад на короткое расстояние вместе, пока давление пороховых газов не снизится до безопасного уровня. Затем затвор продолжает движение назад самостоятельно, извлекая стрельную гильзу. И затем снова закрывается, досылая новый патрон из ленты в патронник. М2 также оснащен воздушным охлаждением ствола и имеет спусковой механизм, который может быть установлен для ведения одиночного или автоматического огня. Вот так отличаются эти два патрона: 12,7 на 99, 50 БМГ и 12,7 на 108. У нашего вроде как хорошая пробивная способность и мощность. У Браунинга, точнее у 50 БМГ, известный он своей начальной скоростью и точностью. Как мы выяснили в прошлой битве, где мы НСВ «Утес» сравнивали с турецкой версией Браунинга, что, в общем-то, все очень странно было, но...
НСВ «Утес», в общем-то, не вывез. Но сегодня его предшественник, его предок, его пращур приходит на битву заступиться за сыночка. Типа НСВ «Утес» не прокатил, так давайте посмотрим, что с ним делает ДШК. Сегодня у ДШК у нас 3 патрона, а у Браунинга всего 1. И я думаю, что вы знаете, по какой причине. Так вот, сегодня у нас есть бронебойный сердечник. У нас сегодня не будет МД-зекторы, мгновенного действия зажигательные. Сегодня у нас второй патрончик — это Б-32, просто бронебойный. И у нас есть БЗТ, это бронебойно-зажигательно-трассирующий, который, наверное, главное имеет сегодня сравнение с твоим. Да, потому что мой американский 50 BMG это М20 PIT. По сути, аналог нашего БЗТ. Практически полный. Разработанный еще в 40-х годах. Применяемый, кстати, до сих пор. И, как говорят, показывающий приличную эффективность. И сегодня разразится битва, но прежде я хочу сказать следующее. Патрон БЗТ у нас вот такой лакированный в розовый, ярко-розовый цвет. Это бронебойно-зажигательно-трассирующий патрон с весом пули 53,1 грамма и начальная скорость у него 810 метров в секунду. Используется он для пробивания брони и отслеживания траектории. Б-32. Вот такой вот у нас есть, черным наконечником. Это бронебойно-зажигательный патрон с весом пули 48,3 грамма и начальная скорость 820 метров в секунду. Предназначен для пробивания бронетехники. Сегодня я первый раз увидел вот такой патрон. Это БСГЛ 12,7 на 108. И вы в комментариях напишите, какие у него характеристики, чтобы я знал. Патрон М20 APIT это аналог нашего БЗТ. По сути, бронебойно-зажигательный трассирующий патрон. С весом пуля в 41,9 грамма и начальной скоростью 870 метров в секунду. Предназначен для пробивания брони, зажигания и отслеживания траектории. Сравнивая эти патроны, можно отметить, что M1 Incendiary имеет более высокую начальную скорость, что может улучшить его зажигательные свойства. М8 API имеет более высокую начальную скорость, что может повысить его пробивную способность и точность на большие дистанции. М20 API имеет более высокую начальную скорость и меньший вес пули, что может улучшить трассирующие и пробивные свойства. М113 это американский бронетранспортер. Он был разработан в 1960-х годах и стал одним из самых массовых бронетранспортеров в мире. М113 имеет алюминиевый корпус, который обеспечивает защиту экипажа от стрелкового оружия, ну и от осколков тоже. В секретном канале вы можете посмотреть его с той стороны, я пока что покажу его только с этой. Используется он для транспортировки пехоты, а также как база для различных специализированных машин, включая санитарные, командные огневые точки, ну и так далее. Что по поводу брони? Здесь немножко сложновато. Некоторые пишут, что он держит 12,7 в лоб на 200 метрах, а с пакетами бронирования и 20 мм может сдержать. А борты с этими комплектами выдерживают типа 14,5. Есть ли тут у нас на нашем экземпляре какая-то дополнительная защита, я не знаю. Но известно только одно. Здесь комбинированная алюминиевая броня. И тут, знаете, вот что касательно МДЗ. Одни парни, пока меня не было, попробовали свои МДЗшки на этом бронетранспортере. И, как показывает практика, никакого пробития нет. Но в конце концов у них ведь не было бронебойного сердечника. Отойдем метров на 50 и начнем шмалить почем зря. Сначала стреляем Б-32 из ДШК, потом стреляем БС-кой из ДШК и потом уже начинаем сравнивать два пулемета. Браунингу придется несладко, потому что ему придется одним патроном сражаться сразу же против 3 ДШКшных 12,7 на 108. Очень хочется верить, что М113 пробьется первым же бронебойным сердечником Б-32. Знаете почему? Потому что если начнутся рикошеты, я сначала подумал поставить машину, потом думаю, нет, возможно мне одеть броник или шлем. Ничто из этого от этого крупнокалиберного пулемета не спасет. Потому что что? Потому что я нахожусь от него в 50 метрах. В общем, да. Я ведь никогда не стрелял по машине из 12,7 на 108 на таком близком расстоянии. Ну что ж, погнали. Б-32 первым лупашит в левую часть. Браунинг же будет стрелять в правую. Что, наверное, сначала проверочный сделаем? Ого, блядь. Ай! Страшно, блядь. Вы готовы, дети? Да! Капитан! Чё опять? Опять раздуло? Возможно. Не, нормально.
Блять. Вроде нормально. Давай. Чё там, Лёх? Все, готов. Работаем. Ха, хуй. Раздуло опять. Патрончики не предназначены, как видите. Он его хватать-то хватает, но то ли износ у него ствола, то ли износ захватывающего механизма. Короче, захватывающие приключения. В РФ разработали умные часы, которые выполняют функции смартфона. Такие часы-смартфоны выпускает этот тюменский Илон Маск. Называется компания Case Guru. В смарт-часах Case Guru есть гарнитуры, можно разговаривать прямо с них. А еще можно набирать номер и читать сообщения. На мне, вы как видите, часов нет, потому что у меня уже последняя прошивка, так как я это рекламирую. Мне доставили микрочип, но его пока не видно. Называется Тюмен Линк, но мы это прорекламируем позже. Часы Case Guru совместимы с разными системами. Android, iOS и Windows. За секунды синхронизируются с вашим смартфоном, в отличие от некоторых Apple Watch, совместимых только с Apple. Часы Case Guru работают без зарядки до 10 суток, пока яблоки за 100 тысяч тянут только 1,5 дня. Но тюменские-то часы стоят в 10 раз дешевле. Ремни, кстати, часов Case Guru из гипоаллергенного силикона. Не раздражают, не натирают кожу на запястье. Другие бренды либо экономят на материалах, либо дерут за это огромные суммы. Смарт-часы CG Watch Force могут попасть в книгу рекордов Гиннесса. В них более 100 спортивных режимов и корпус из авиационного алюминия. Куда без него? Личный тренер, можно сказать, на руке. Дисплей тюменских спортов 46 мм. На 10% больше, чем у флагманской модели Apple, которая в 8 раз дороже. Смекаете, к чему я? А вот к чему. У часов CG Watch Classic разрешение дисплея, как у флагманского Apple, потому что экраны заказывают на одном заводе, но стоят в разы меньше американцев. И знаете почему? Потому что они отечественные. Сканируйте QR-код на экране или переходите в описание, там ссылка на умные часы. А мы продолжим. Пойдем-ка посмотрим-ка. По идее, Браунинг должен пробивать эту хрень. Ну подожди этого ебанька. Давай. Вот он, красавец. О! Подожди. О! Офигеть, прикинь! Пробил почти. Вот он. Он выдержал, прикинь. Это он не выдержал. Он выдержал? Во-первых, бак. Смотри. Да, но бак пробит. А, ну подожди-ка. Это очень интересно. Получается, смотри, он бы пробил его, если бы он целился чуть левее. Да. Офигеть, слушай, нифига. Вон изнутри можно заглянуть. Охуеть. Он нормально металла пробил. Да. 2 стенки практически пробил. Угу. О, попал ты, Жора, туда, куда я просил. Ну ты как всегда, понимаешь? Ты смотри. О, смотри, там она комбинированная внутри. Да. Ой, ага, блядь. Горячая, давай ножичек. Жучок какой-то. А жучку хоть бы хны. Так, ну я вижу, что оно пробито. Пробито? Что там, пробило? Да, пробило, вот дырка. Есть, пробило реально. Смотри. Да, пробило. Воняет жесть. Жор, как тебе? Офигеть, я не думал, что она пробьет. Потому что бак, 2 стенки, она почти пробила. И по идее основной борт должен быть толще. Но оказалось нет, пробила. Знаете, так получилось, что в ДШК заклинил ствол первый раз, то есть заклинил патрон, потому что
Сами понимаете, тогда были другие патроны, когда Ага. был произведен ДШК, и эти патроны, они под утес, более современный пулемет, и так получилось, что мы должны были сначала стрелять из ДШК. И сейчас реально у нас подгорает одно место, потому что, а что если ДШК не пробьет? Смотри, что здесь стало. Он почти пробил вторую стенку. Офигеть. Абсолютно ожидаемый результат, что в первом случае он пробил почти две стенки, что во втором. То есть он ее практически пробивает насквозь. Я не знаю, что там было сказано по поводу 14,5, но бронебойный зажигательно-трассирующий... Патрон М20 ПИТ. Вон она, смотри, она запеклась внутри. Ага. Что ж, ладно. Это, очевидно, плохо для нас пока что, потому что пока что 1-0. Да. Время- Получается, смотри, БЗТ американский М20 ПИТ пробивает М113 почти насквозь. То есть, если вдруг вы окажетесь в этой тачке и против вас будет Браунинг, скорее всего, точно не спастись. Смотри, а там сказано, что передок, лоб, держит 12,7. Давай Ну, проверим. Ну, мы можем. Давай. Время говорить на языке советского оружия. В дело вступает ДШК. Выбили из ствола, собственно, то, что нужно было выбить. Можно еще и вот так его заряжать. Фишка в том, что он его просто не выбрасывает обратно, и это хреновая новость. Но я вам скажу, это не проблема ДШК, это проблема обслуживания, потому что у него непосредственно его Может быть, захватывает, не берет его. кусает, да, и захватывать не берет, поэтому придется сейчас снова разбирать ствол. Но пока ребята разбирают, мы пойдем посмотрим, что с ним случилось. Это боеприпас Б-32. Очень интересно получается. Здесь как бы еще и обожгло, бронебойно-зажигательно-трассирующий его не пробивает. И запах, кстати, сильный. Что? Качо из люка. Запах сильный. Подожди, Б-32 это бронебойка просто. Ну да. Пробил его. А? Он пробил, потому что из люка бил. И потом я пойду, да. Опа. Чиназис. Давай-ка посмотрим, что тут произошло. Очки. О, слушай, смотри, Вонище, интересно. вонище сильное. значит, Интересно, смотри. Б-32 Ого. пробивает ее. Пробивает еще деталь, на которой сидит Мехвод. мехвод. Ага. Врезается в эту стенку. Ее чуть коцает. Потом пуля летит дальше. Вот сюда, в эту сторону. Вот части. Вот одна вмятина. Пуля раскалывается. И вон еще одна. Ага. И вон еще одна. То есть результат фактически такой же у Б-32, как у самого мощного патрона, который есть сегодня у нас для Браунинга. М, как он там, 20 пит? Да, М20 ПИТ. 45-го года выпуска патрон, кстати. Вот кусок пули. Смотри. Это кусок пули. Вот еще кусок пули. Очень горячий. Она раскрошилась, смотри, прям на несколько кусочков. Смотри, вот. Ага. А, нет, вот это уже кусок самой М113. Нет, вот М113 очень легкие, потому что алюминий, а это прям тяжелая такая. Смотри, сколько осколков. Вот раз, вот два, вот три, вот 4. Слушай, ввиду того, как себя здесь ведет пуля, при стрельбе из ДШК по М113, Ей будет сложнее уйти, здесь, чем здесь от вообще Браунинга. жесть. Личному составу тут конец. Потому что осколки очень приличного размера. Да, она прям разлетается Да, на разные фракции. Это круто. да. А это только с одной пули. Это Их фракция столько Советского Союза. Так что смотрите, Да. первый же выстрел Б-32 из ДШК. Ну тут очень серьезно. Здесь мехводу точно капец. Да, душка тут не хватило. Ты посмотри, как прикоптило просто ствол мехвода. Вот ты этого, видимо, не заметил. Ты посмотри. Я заметил. Этого не было. Это так прикоптило от пули. Я Попадание. вижу, как он прикоптил. Жесть. 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 Мехводу не поздоровится.
А сейчас мы пробуем пострелять сюда из ДШК, только другим патроном. Сейчас мы будем использовать БС-ку, и, возможно, БС-ка сможет пробить сразу же два борта. БСГЛ. Честно скажу, я никогда такие еще не встречал, но сейчас я собираюсь их зарядить. Что значит БСГЛ? Бронебойный сердечник, понятно. А ГЛ что такое? Дурацкая МП. Мы много не собираемся стрелять, поэтому мы Американский. заряжаем. Мгм. Так, пошли. Утаптываем вот этот вот рог вперед и потом уже взводим. Он взведен, готов к стрельбе. Мы сейчас стрелять будем чуть левее. О, какая маленькая дырочка. Хорошая! Жорж! Так я тут, а! Тут-то! Тут, а! Я ж чуть дальше стоял. Ля, смотри. Какая аккуратная. А раздул-то как. Охренеть, смотри, как ее раздуло. Самое, Смотри, знаешь- какая разница. Ага. Что Самое забавное, видишь, краску отколупала всю, которая была. Да, Прям как будто ее хорошо. сожгла. А да, внутри да, как там будто- точно пробила. Как будто она вообще очень так хорошо Да. прожгла, да? Ага. Прям Как будто раздула. термо этот какой-то случился. Термоэффект. Очень горячая. Глянем внутри. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Посмотрим, какие результаты у второго патрона. У второй пули. Ну, запах характерный пробития присутствует. Характерное Воняет пробитие. сжёным. Смотри, а вот это обожгла прям внутри все. Пробивается стенка, которая, в общем-то, очень хорошо показывала себя до этого. Дальше она попадает, здесь, видите, осколочное поражение получил еще сидушка. Не, мехводу тут конец, жопу отстрелили мехводу. Пробивается Эллисон. Сзади выходит, сзади отстрелила кусок этого Детройт Дизель. Ага. И она идет, путешествует дальше. Сюда она Так, заходит, выходит через конструкцию, то есть мы видим там что-то, полетели гайки, ключи. Смотри, один болт просто вылетел и в него врезалась пуля. Дальше пуля проходит внутрь движка, и там она заканчивает свое путешествие. Где-то она в движке теперь. Да, нужно, видимо, брать чуть-чуть правее. Движок мы так не заведем. О, смотри, еще одна какая-то вылилась. А вот вы видишь? Вот этот вылетел, да? Тут прям видно, что очень хорошее пробитие. Оно такое бескомпромиссное. Прям четкая, да? Если здесь его немножко закоптило, Ага. вот здесь. Вот, видишь, вот коптило, и оно как бы не сквозное, как будто бы все перемешалось. То Тут есть здесь прям вот вообще четко. четко видно все внутри. Вау. Жарище неимоверное. 44 градуса на солнце. Это охренеть, как мне не нравится. А мы еще и одеты. Прыгаем, скачем, заряжаем. Пулеметы тяжелые. Это все надо носить туда-сюда. Сейчас Да. мы собираемся сделать следующее. Мы зарядим БЗТ. Тот самый снаряд, который изначально нам показался вполне себе сравнимым с тем, что продемонстрировал Браунинг 50 самый, да. BMG. Да, тот самый М20 Пит. Объясню небольшую разницу между этими двумя пулеметами. Наш ДШК, видимо, вышел из строя, потому что у него захватный механизм, короче, немножечко состарился. Но, честно скажу, мы потеряли целый день. Почему, Жор? Ну как тебе сказать? На самом деле сказать очень сложно. А я вам скажу. вот давай. что. Сука, 50 БМГ хорошие патроны, но сам Мадюс, мама двойка, сделан был так, что как будто бы они сделали это, чтобы другие нации не стреляли. Во-первых, у него есть ключ Fire No Fire, который крепится к непосредственному участнику сегодняшних событий, и он хранится у офицера. А у нас, как видите, офицеров тут, в общем, немного, во всяком случае, инструкторов из НАТО.
Так Ну. вот, его нужно подкручивать, вот этот ствол, для того, чтобы он доходил до бойка. То есть Мгм. ты заряжаешь его, чтобы боек стрельнул, тебе нужно подкручивать. В одном из видео мы нашли, что типа его нужно докатить до конца, а потом 2 раза назад, 2 щелчка. И это будет fire, а щелчок 1 это no fire. Да, Да. но тут, знаете, была еще одна маленькая деталь. Если снять вот эту крышку, внутри есть такая рейка, которая идет, и она прикреплена вот здесь. Да, вот она. Вот, видите, вот да. эта рейка, ее крепит с этой стороны. То есть это такая обманка. Фактически Мгм. то, что сводит пусковой крючок. Ну, его работу на нет, то есть он как бы не работает. Огня не происходит. То есть, когда вы нажимаете на спуск, Так, не надо ничего нажимать. а там не переживай, когда вы нажимаете на спуск, есть характерные усилия. Если рейка прикручена здесь, этого усилия как бы, ну, нет, он не стреляет и никогда не выстрелит. Ее нужно переставить вот сюда, да, где-то в центре она была. Она Да, должна она в быть центре. в центре, да. Да, она должна быть в центре. И она отвечает за боек. Да, это очень неочевидно, потому что она туда влезает совсем нелегко. То есть, как бы, Ты ее пихаешь, и кажется, что ты вот-вот лишишь Да. его девственности. да, ну как бы это супер неочевидная история. И, в общем, эта рейка стоит в неочевидной позиции. И как бы пока вы пулемет не разберете раза 2-3, вы не поймете, как ее правильно ставить. А вообще у нас это получилось, по сути, тупо случайно. А именно у тебя. Это ты ее все там сидел и пихал, когда мы уже Да. все умирали. Я чувствовал, мы 6 часов провозились с этим пулеметом. На 40-градусной Честно жаре. скажу, если на вас идет противник, и его много, если вы изначально его не настроили, то вам лучше бежать и бросать этот пулемет, потому что вам придется подкручивать этот ствол, Мгм. вам придется снимать крышку и подкручивать длину бойка. Мгм. Вам придется разбирать его и убедиться в том, что правильно стоит вот эта рейка. Давайте я вам покажу на самом деле. Смотрите, первое, что вы делаете, прежде чем... Ситуация. в Ситуация. стволе. Да, ситуация. Смотри, подкручивать нужно отверткой вот этот вот ствол, потому что вот эти вот самые щелчки вы можете понять только в самом конце. То есть там он как бы кликать начинает. Мгм. Потом вот это, запомните, многие, мы очень долго провозились, чтобы он стрелял автоматом, точнее пулеметом, вам нужно подкрутить вот эту штуку, чтобы вот эта вот штука все время была вот так. И тогда у вас будет автоматическая выкидка. Выкидка из ствола нажимается бам. Все. Патрон в стволе. Все, дальше происходит выстрел. Бам. Ну, должен так, во всяком случае. Все, дошел, да. Да. Вот. Вот это спусковой механизм. Вот это выброска из ствола патрона или гильзы. Вот это автоматический режим. То есть вы ее зажимаете вот так, и уже начинает он Ага. вот так делать. Понятно? Понятно, надеюсь. Вы пролистали уже кучу видео, наверняка в поисках ответа на свою проблему. И смотрите, как это делается. Вот здесь есть кнопочка. Вы ее вот так раз, и все. И снимаете крышку. Давай. Рейка, про которую я говорил, вот она. Она изначально, вот эта вот рейка, Она крепится. прикручена вот здесь. Вот Вот тут. этот механизм делается вот так, высовывается, и она крепится сбоку. Это таким образом они предотвращают, чтобы типа не произошло случайной стрельбы, или если кто-то из противников хочет сразу же пострелять, то он не сможет пострелять. Так вот, его нужно перестраивать таким образом, чтобы он встал в серединку, вы его потом закручиваете, потом снова ставите ручку Мгм. на место. Смотрите, есть еще такая распространенная проблема. Пружина. Если вы сняли крышку, момент, когда у вас пружина взведена, она у вас выскочит обратно, вот так. И вы будете очень долго пахать, ходить вокруг него да около, как племя майя вокруг костра, и не можете понять, что случилось, почему. Для того, чтобы ее вставить обратно, вам придется полностью снять ствол, разрядить его, типа выстрелить, и только потом она уйдет назад. Мы потратили на это тоже очень много времени. Да. Самое важное то, что чтобы его разобрать, да, и вытащить его потроха, по сути, вам придется сначала откручивать ствол. Без вариантов. То есть вы никуда не залезете, если вы не открутите ствол. Это делает стрельбу Неочевидная из история. ДШК, очевидно, хреновой. То есть приведение к бою
займет у вас очень много времени. И Да. да, мы стреляли и подкалиберными раньше, и другими. Он охрененно клинит, если он не обслужен. Поэтому масла там должно быть Очень много, да. достаточно, как в Марк 19. Что ж, давайте приведем к бою наш ДШК. Сейчас мы заряжаем бронебойно-зажигательно-трассирующий и попробуем им уделать эту бэху еще лучше, потому что сегодня у нас два конкурента. 50 БМГ, короче. И М20 ПИТ. М20 ПИТ против бронебойно-зажигательно-трассирующего 12.7 на 108. По сути, это прямые конкуренты, вот эти два боеприпаса, потому что они одинаковые. По принципу их работы они полностью идентичны. Этот 79-го года, прикинь. Are you ready? О! Смотри, как он сделал, Мгм. братулец. Не, это ну пробило однозначно. Ебать! Он почти пробил ее насквозь. Да. Смотри! Бронебойно-зажигательно-трассирующая пробила его практически насквозь. Тут осталась вообще фигня. Да. Я сюда запихиваю палец. Мгм. Ты, кстати, засадил вот прям. Я только не могу понять, вот это что? Это предыдущий, у нас он был. Этого не было. Был. Этого не было. Но он мог в теории расколоться на две части, кстати. И прилетело два куска. Прям вот так чпоньк. А человек сидит здесь, то есть это прям на уровне головы два куска. И смотри, в чем фишка, знаешь, в чем? А, В том, что она раскололась пополам. ага. А слушай, а там, по-моему, двойная пуля. Там двойная пуля, походу, смотри. Она пробивает вот этим часть, а вторая часть, походу, у нее она двухсоставная, походу. Надо ее разобрать, посмотреть. Вот это донышком она ударилась. Ага. Вот эта часть донышком ударилась, а вот это... То есть посмотри, насколько мощное пробитие. Я предлагаю еще раз еще раз ударить. Вот туда прям засвети. Она почти пробила ее насквозь. Ну, нам нужен контрольный выстрел с БЗТшки. Да? Да. Это оболочка. Это Оболочка. пули. Вот сама пуля. Вот она, да. Она почти не деформировалась, кстати. Вот, смотри, она пролетела, а вот этой жопкой ударилась. Нет, знаешь, что меня больше поражает? Что вот эта жопка оставила такую вмятину. Смотри. Она даже не деформировалась. Вот так вот она была. Да, она Бам. даже... Ты сейчас не вытащишь. Все, блядь, вставил. А вот этой вот жопкой она ударилась, смотри. Вот так. Бум. Офигеть. И как теперь это ее оттуда выковырить? Вот это круто. Сейчас, погнали. Вот другая пуля. Подожди. Стой, а это от чего? Это тоже пуля. Да, чья? Вопрос. Наша. Вот Наша, она, походу, понятно. раскололась. Вот в ДШК обязательно утапливайте вот этот вот рожок. Так, готово. Так, ну я У тебя готов. готово? Да. Раз, два, три. Все, отводи наверх. Смотрите, фишка в том, что у Браунинга как таковой предохранитель только вот в этом. То есть ты должен Да. помнить, что он у тебя вот так. То есть он в любой момент может выстрелить, и у него нету никакого предохранителя, который бы мог хранить вашу задницу. Зато у ДШК он есть. Видите? Огонь и стоп, огонь. Отличная новость в том, что он наконец начал стрелять. И начал стрелять очередями. Это значит, сейчас мы постреляем очередями. Пойдем посмотрим, что стало.
Смазывайте вообще все пулеметы почаще. Маслом оружейным смазывать нужно абсолютно все. Каждую деталь, каждый винтик. Налейте, если вы работаете с пулеметом, налейте даже в ствол, все будет отлично. Фишка в том, что внутри стоит сломой телефон Вани. Он, видите, как бедолага. Он пытается все время разбить свой телефон. ДШК, наконец, стал стрелять очередями. Это отличная новость. Ого, у меня часики оторвались. Ничего себе. Вот это прикол. Смотри, вот они, попадания. Жесть жирнющая. Просто жирно. Ай, и вот еще. Да. У тебя как будто бы попадания не такие, как бы, что ли... Вообще-то нормальное у меня попадание. Посмотри, как раздуло. Смотри, вот. Вань, я пытался, ты сам просил в эту полоску засадить. Давай глянем. Я вон там сверху, смотри, крыша, есть попадание в крышу. Первое из хорошего. Здесь появилась вентиляция. О, смотри, на меня прям. Слушай, ну вот с левой, с моей стороны отверстие прям нормально так. Из плохого. Да. Что ДШК, что Браунинг пробивает любым патроном эту будку. А знаете, куда Сюда вы попали? посмотри. Куда? Посмотри сюда. Как ты думаешь? Не знаю. Сейчас охуеешь. И на водительское посмотрите. Это я говорил, здесь будет. Офигеть! Я думаю, что-то воняет сильнее обычного. Посмотри, огнетушитель, он там, возле мехвода. Блин, смотри, какие тут дыры, вообще офигеть. Давайте обратим внимание на стену, которую мы вторую хотим пробить. Добавились новые коцанки. Вот одна, Ага. вот еще. Вот прям застряла пуля жестко, вот она, смотрите. Вот еще одна застряла внутри, они прям внутри. То есть БЗТшки, самый мощный боеприпас, вот это развернулось, видите, вот здесь пуля. Мгм. Так, давай показывай свои попадания. Вон, смотри, вообще капец, палец можно большой засунуть. Посмотри, насколько зашло. Да. Да, палец. Тупо палец. Ну-ка, да, вылезает. Вот. И там пуля, я прям ее чувствую. Да. Да, кусок пули точно там есть. Вот, смотри, пуля. Лежит? Смотри. Внутри это. Видишь? Прям поближе поднять. Смотри, Жор. Да, да, я вижу ее. Вообще Какие вот нормально. эта приборка остановила. Короче, что? БЗТшки демонстрируют, что у Браунинга, что у ДШК практически одинаковый результат. Прям каких-то сильных отличий особенно нету. Прям вот таких, чтобы, знаешь, типа сказать, одно однозначно лучше, а второе однозначно хуже. Нет, они примерно на уровне. Они оба этих боеприпаса, и вся линейка, кстати, боеприпасов наших, вся пробивает М113. Короче, если у вас 700 ДШК, и если у вас 12,7, из любого пулемета, будь то НСВ «Утес» или ДШК, или АСВКМ, эту посудину из НАТО вы обязательно пробьете. Как это, блин, так выходит, что в том месте, где она шарахалась, ее не могли пробить? Видите, как будто по ней уже шарахали 12,7, но не пробили. То ли это было слишком далекое расстояние, то ли парни были далеки от ДШК и Мадюса. Знаешь, мне, честно говоря, не кажется, что передняя часть бронирована лучше. Вот честно. Смотрите, здесь уже были как будто попадания от 12,7 или что-то в этом роде. Вот здесь прям, видите, хорошо видно. И вот прям по ощущениям, как будто бы никакой разницы нет. Мне кажется, вообще она в бортах как будто бы мощнее бронирована, чем спереди. А сейчас, господа хорошие, наверное, мы все-таки лупанем очередью одновременно из двух пулеметов. На счет 3. Раз, два, три. И все. И больше... Ну, я зажимал, и все, он больше не стреляет. Он дважды ебанул, и все на этом.
Да, смотрите, несмотря на то, что эти старички, в общем-то, соскучились по хорошему обслуживанию и, в принципе, по пенсии, как таковой, да, уйти уже пора на пенсию, они работают примерно одинаково, знаете, вот как бы гонка БЗТшек вроде бы наладилась, да, и мы такие, все, этот начал стрелять, зато этот перестал стрелять. Ну и у них, короче, вот все одно и то же, поэтому если кто-то из вас скажет, типа, так, подождите, а вы не скажете, что натовское оружие говно? Или, может быть, вы скажете, что ДШК говно? Ну-ка, давайте, какие выводы? Я вам скажу, что эти пулеметы, в общем-то, разные. Тот лупит на 2 километра, этот лупит на 1,8. У того БЗТшка пробивает почти 2 борта, и у этого почти пробивает 2 борта. в каком-то смысле, во всяком случае, не с первой попытки, но почти что 2 борта. Этот клинит периодически, и этот, хотя масла в обоих у них достаточно. Да. И какой напрашивается вывод? Да, холодная война закончилась. И пока этот пулемет в поколении убийц прославляет американское, как там было это, сверхдержавие? Ну или да, как да, он это да, да, сказал? Американское величие. Да-да-да. ДШК в застенках то же Ну. самое сделать пытается, но заезжать на Хаммере вот с таким вот пулеметом куда-нибудь, как в поколение убийц Убийц, да. в Ирак, типа... А там, кстати, было показано, что он заклинил, помнишь? Да. Вот это про этот пулемет. Все Да. натовское оружие очень красивое, но клинит точно так же, как наше, не всегда красивое. Так что, Ну, оно друзья, моментами прикольное, но учитывая то, сколько мы потратили на него мы времени... потратили сутки. То есть мы потратили сутки на вот этот пулемет. Мы потратили 6 часов, пытались его реанимировать, чтобы он пострелял. У него была Да. планка переставлена внутри. То есть из него реально не стреляли, потому что собрали его неправильно. Да, пружина Внутри- у него стояла неправильно. Да, там все, короче, Там стояло все было не неправильно. так. То есть, В нашем мы Да. такие типа, о, заряжаем, такие, он выстрелил сразу же. То есть вообще без смазки даже выстрелил. Мы такие, ну, это же советское. не, но мы по нему все равно ударили 2 раза молотком. Да, и Но потом... зато это сразу сработало. И потом мы поняли, что он тоже клинит, у него засирается какими-то этими штуками, то есть надо после каждого, видимо, туда хорошо заливать масло. В общем, не смазал, не пострелял. Все как в жизни, друзья. Да. Давайте вы без нас уже посмотрите, какие там появились отверстия. С вами был крупнокалиберный переполох, с вами был Жора Звездец, или как там тебя зовут? Пиздиси. Ну да. И с вами был ДШК, Браунинг и М113. А где мы взяли М113 и где мы взяли Браунинг, вы, конечно же, можете узнать в нашем секретном канале. Обязательно подписывайтесь. Ставьте лайки, все такое.